Итак, немецкая брошюра, призванная, видимо, пояснить детям, что такое гомосексуализм. Поглядим. В прошлом году мама и папа развелись. Обратите внимание, это развод. Никаких судов, никаких разделов имущества. Папа просто доброжелательно ушел, а мама с сыном доброжелательно остались. И хотя мамино лицо достаточно нейтрально, тот факт, что они с малышом не вышли проводить папу, намекает на достаточно холодное расставание. Что, в общем, естественно, развод – это развод. Сколько раз разводился, никогда меня не выходили провожать. Но лицо малыша выражает огорчение. Он не понимает, что происходит, куда уходит папа. К слову, эта сцена – это воспоминание малыша. Развод, судя по всему, происходил осенью, а сейчас весна или лето, судя по травке и одежде малыша. Развелись, в общем. Папа забрал свои скудные пожитки, погрузил их в машину, сделал ручкой и свалил из этого дома навсегда. Прощай, Ингрид, нам было хорошо вместе. Теперь у папы живет кто-то другой. О-оу! Что не так с этим огромным горшком для фикуса? На диване листает шпигель некий усатый мужчина. Я бы этому усатому мужчине усы-то пообрывал. Разрушает семьи своими неотразимыми усами. Может быть, если бы Герта не выщипывала усики, все сложилось бы иначе. Папа и Фрэнк живут вместе. Ага, значит, злодея зовут Фрэнк. Опять огромный горшок. В этом явно есть какой-то фрейдизм. Стало быть, наши герои пьют чай и читают газеты. И все это на полу. Работают вместе. Работой называется уборка. Помимо гигантских горшков мы можем отметить, что Фрэнк мужественно оперирует дореволюционным пылесосом, в то время как нежный папа вытирает пыль. Если брутальные усы Фрэнка не были достаточным индикатором распределения ролей в этой семье, то вот. Едят вместе. На этом кадре мы видим, что Фрэнк готовит еду, а папа, видимо, предвкушает. То есть странно, тут вроде как Фрэнк примеряет на себя роль жены. Хотя, наверное, просто сексист и гомофоб, и мыслю шаблонами. И что это опять за огромный кувшин? Спят вместе. Ну вот серьезно, если папе тут поменять прическу, это будет совершенно нормальная картинка про разнополую пару. Посмотрите, у него даже грудь есть. Это, думаю, говорит нам о том, что художник все же не до конца переступил через свои консервативные взгляды. И что это за лампа в виде чайника? Почему у них везде? Вместе бреются. Разрешите, я эмбиенту дам. И иногда ссорятся. Ты почему прожгла мою футболку, дура? Иди к черту, Фрэнк, я целый день кручусь, убираю дом, протираю твои гигантские горшки. Конечно, под вечер я валюсь с ног и теряю концентрацию. Разве я плохо с тобой обращаюсь? Разве я прошу каких-то невыполнимых вещей? В чем я пойду завтра на работу? Ты сам заставил меня уволиться, хотя я получал больше тебя. Женщина не должна работать. Но я не женщина, Фрэнк, я не женщина. Но каждый раз мирятся. Дорогой, прости за вчерашнее. Нет, это ты прости. Давай купим тебе новую футболку вместе. Только сначала протру этот огромный светильник. Фрэнк любит меня тоже. Этот ландшафт напоминает мне побег из Шоушенка. Так или иначе, Фрэнк с малышом играют в бейсбол. То есть для малыша Фрэнк типа как второй папа. Такое ощущение, что художник специально рисует героев в максимально женственных позах. Он рассказывает мне шутки и загадки, как папа. Малыш, ты любишь фильмы про гладиаторов? Подождите, я что-то не понимаю, почему такой упор на то, что Фрэнк, он как папа? У малыша ведь есть папа, ему не нужен еще один. В чем тут посыл? Ловит со мной насекомых для уроков природоведения. Природоведение. Чарующий немецкий язык. Ну, у меня нет тут шуток особо. Если бы я увидел такую херню, я бы убежал. Читает мне книжки. Делает вкусные бутерброды с мармеладом. Nothing says gay like бутерброды с мармеладом. Успокаивает меня, если мне снятся кошмары. То есть, что тут произошло? Значит, это, видимо, комната малыша. То есть, вот, мишка, мячик. Но вы видите на стене, что происходит? Там происходит кошмар. Из-за двери выглядывает тролль. То есть, тут есть проблема. Представим планировку этой комнаты. Если дверь на стене это входная дверь, то почему папа сидит на другой стороне кровати? Если дверь находится со стороны зрителя, то есть за кадром, то почему Фрэнк сидит с другой стороны кровати? Конечно, есть простой ответ. Один из них обошел кровать. Но все равно это как-то странно. Представьте, заходят они, и один сразу обходит кровать, чтобы сесть с другой стороны. Это неправильно. Так не делают. Они бы сели с одной стороны. Там достаточно места. Возможно, это дверь-шкаф.
Но это не объясняет положение Фрэнка. Проклятый Фрэнк все время все портит. На выходных? То есть это такая вводная картинка для последующего Содома. На выходных? Что происходит на выходных? Хельга провожает малыша, бегущего, видимо, в гости к папе с Фрэнком. С ним вместе бежит собачка. Пойдет ли она с малышом в гости к мужчинам или просто провожает его, нам пока неизвестно. Мне нравится эта картинка. Все такое солнечное и милое. В прекрасном месте они живут. И вот эта круглая улица, видите? Grove Street. Home. At least it was before Frank fucked everything up. Мы чего только вместе не делаем. Итак, значит, на выходных мы чего только вместе не делаем. И тут мы видим, очевидно, то, что ждет малыша на другой стороне улицы. Очевидно, это машина Фрэнка, ибо у папы машина синяя. Видите, они не подходят близко. Сохраняется некое напряжение между Фрэнком и Гретель. Этот кадр мне тоже нравится. В нем душа. Ходим на стадион. Ни у кого на этой картинке нет нижних зубов. У папы и Фрэнка на верхней одежде буквы «Б». В случае с папой это, видимо, значит bisexual. Вызывает вопросы, находящиеся в боевом положении, то есть летящее, ведро с попкорном. Откуда и куда оно летит? Его уронил папа? Довольно по-пидорски с его стороны. Или его подкинула Синди Лоупер внизу? Так или иначе, очевидно, что на поле произошел некий гол, или страйк, или хоум-ран, и наши, кажется, побеждают. Это всегда приятно. Очевидно также, что все трое болеют за одну команду, потому что было бы неловко, если бы малыш с папой болели за Спартак, а Фрэнк внезапно за Зенит. Вряд ли получилось бы такое единение. Зоопарк. Смотрите, дети, это пидоры. Ездим на море. Ага, видите, собака все-таки с ними. Хотя, может, это собака мужиков. Памела Андерсон здесь спрашивает у мальчика: а с кем ты тут отдыхаешь? С папой и его другом Фрэнком. Окей, всего хорошего. Ещь, куда катится Германия? Ну, дорогая, прекрати, ты же сама трансгендер. У тебя такие нежные руки. I know, right? Работаем в саду. И вот тут-то этот мудак мне и говорит: малыш видел некоторое дерьмо. Собачка ловит птичку. И это очень мило и идеалистически, пока она ее не поймает и не разорвет на кровавые ошметки. Это вот хрупкость такой художественной идиллии, несовершенство мира, тщательно оставляемое за кадром постановочных фотографий. И я не говорю, что зря оставляемое, наоборот, я бы хотел, чтобы собачка, поймав эту птичку, максимум потыкала ее лапкой и отпустила порхать дальше. Я бы хотел, чтобы мир был таким, каким представляют его подобные картинки. Блин, тогда зачем я вообще напоминаю вам о том, что это все иллюзия? А вечером музицируем. Мама говорит, что папа и Фрэнк гомосексуалисты. Так, позвольте, выходит, что сами папа с Фрэнком не удосужились объяснить малышу, почему они живут вместе, спят вместе и что вообще происходит. И у малыша, я так понимаю, не возникло вопросов. И только после, одним вечером, мама готовила омлет и внезапно говорит: а папа-то с Фрэнком в попу балуются. Малыш, наверное, даже подавился. Блин, Хелен, в чем твоя проблема? Неудивительно, что папа от тебя ушел. Ну и характерно отсутствие стола. Видимо, стол папа унес с собой. Сначала я не мог понять, что это такое, но мама мне все объяснила. Да уж я представляю. Гомосексуализм всего лишь другая форма любви. Оу бой. А любовь – самый прекрасный способ быть счастливым. Так, это значит, мама ему так объяснила. У ребенка, по идее, должны возникнуть вопросы. А тебя папа, получается, разлюбил? А как же ты теперь без любви? На что мама, в принципе, может ответить: ты единственный мужчина в моей жизни, малыш. И это было бы очень мило. Вернемся к картинке. Это, видимо, визит папы к своей бывшей семье. Или подождите, или папа возвращает малыша домой. Да, наверное так. В сумках вещи малыша. Принадлежность собаки все еще вызывает вопросы. Мама горяча. Папа, что с тобой не так? Папа и его друг счастливы вместе. Блин, вот в этой формулировке прямо читается какое-то оправдание происходящего. Дескать, да, они, конечно, пидоры, и нам это все противно и непонятно, но камон, они же счастливы вместе. А с другой стороны, может, это правильный тон, может, не стоит совсем уж выставлять нормой то, что очевидно нормой не является. И я счастлив тоже. Ну нет, пацан, ты не счастлив. Не может быть счастлив ребенок, которого бросил отец. А сколько бы они ни ходили вместе по зоопаркам, он его все равно бросил. Оставил и его, и маму. Это самая тупорылая страница во всей брошюре. Бу. Бу. Ауто ду аршлох. Фрэнк, ты клевый. Отца ебал.